Красота – страшная сила, особенно когда она замаскирована в 1133-кубовом V-образном двухцилиндровом двигателе, закрепленном на раме с гордым названием Indian. Но перед тем, как посмотреть поближе на этот мотоцикл, я хочу удостовериться, что вы не забыли подписаться на этот канал, поставить колокольчик, лайк этому видео и поделиться им с теми, кто, скорее всего, оценит этот мотоцикл по достоинству. Потому что здесь будет о чем вспомнить. Ведь этот бренд один из старейших и знаковых среди мотоциклов Америки. И высеченные на одной из сторон цифры 1901 совершенно не говорят об объеме двигателя. Это год основания компании, который вы вряд ли забудете. За полвека своего существования мотоциклы Indian стали лидерами в гонке за мастерство, скорость и инновации. И несмотря на все успехи, в 1953 году, к сожалению, компания обанкротилась. Наверное, про нее бы уже все забыли, если бы в 2011 ее не приобрела компания Polaris. С этого момента началось возрождение бренда. Модель Indian Scout была очень популярна между 20-ми и 46-ми годами прошлого века, и я верю, что современная версия также будет пользоваться спросом среди любителей круизеров. Выглядит мотоцикл как очень положительный герой американских фильмов. Плохие парни вряд ли будут на таком ездить, слишком элегантный у него внешний вид. Indian Scout отлично слажен для круизера среднего веса. Облегченная рама из алюминиевого сплава, лак, хром, классическая круглая фара, удобные сиденья, цвет которого можно подобрать в течение того момента, пока вы оформляете покупку прямо в дилершипе. Просто из любопытства загляните на сайт Indian. Можно добавить, например, ветрозащиту, кофры, широкое сиденье со спинкой для себя или пассажира, карман для мелочей и поиграйте с цветами и аксессуарами. Просто оставлю вам ссылку, если вам будет интересно. Но даже если не удастся найти желаемое в наличии, на помощь, как всегда, приходит Amazon, где уже продается множество кастомных решений. Родной звук тут не такой глубокий и бархатистый, какой бы хотелось видеть у мотоцикла такого вида, но он точно будет лучше моей задиристой Хонды. Я, кстати, сделала уже ее обзор, так что можете посмотреть. Если вы относите себя к тем, кто не любит заморачиваться с цепью, то это идеальный вариант, потому что здесь ременной привод, его не нужно никак обслуживать, в течение 30 тысяч километров можно ездить и не заглядывать, ни о чем практически не беспокоиться. Для того, чтобы освоиться с органами управления, не понадобится много времени, но оно пригодится вам для того, чтобы привыкнуть к отсутствию информации о количестве топлива в баке, потому что единственное, что вы узнаете, это когда загорится уже лампочка. Объем бака 12,5 литров, и этого хватит на то, чтобы проехать 110 миль и еще 20 после того, как лампочка-то самая загорится. Как завести мотоцикл? Для того, чтобы его завести, ключ находится сбоку, а не, как обычно в мотоциклах, здесь где-то спереди на панели. И здесь у нас бак. Тут можно найти бак, открывается тоже ключиком и заправляется. Мощность двигателя достаточная для того, чтобы тянуть в горку даже очень тяжелого тучного байкера. Все-таки 100 лошадиных сил. У нас тут 6-ступенчатая коробка передач, а это значит, что мотоцикл достаточно мощно и уверенно себя ведет на высоких скоростях. При этом ускорение уже начинаешь чувствовать где-то на 5000 оборотов. Но для того, чтобы открутить ручку до 5-6 тысяч, нужно иметь крепкие нервы, потому что чувствуешь реально всегда, что ездишь где-то в полсилы. И без ветрозащиты, наверное, было бы вообще некомфортно, поэтому мы обязательно поставили сюда ветрозащиту. С ней ездить на большой скорости, больше 100 километров, намного комфортнее. По поводу роста тоже можно не беспокоиться, потому что ноги абсолютно крепко стоят на земле, и посадка здесь достаточно низкая. Существенным недостатком для меня оказалось поведение задней подвески. У нее не такая уж большая на самом деле амплитуда хода, и поэтому неровности на дороге чувствуешь достаточно сильно. Поэтому я бы, например, избегала бы ям на этом мотоцикле и вообще старалась бы их объезжать.
Куда бы вы ни приехали, на него обязательно обратят внимание. В Штатах, например, часто делают комплименты на заправках или просто когда нас видят где-нибудь на перекрестках. Автограф, конечно, они не просят, когда видят, что я не Энтони Хопкинс, но поговорить или расспросить мнение, конечно же, могут. Несмотря на всю свою мощность, им легко учишься управлять, даже если ты вчера вышел из мотошколы. А благодаря уникальному внешнему виду и относительно доступной цене в $12 500 этот мотоцикл будет достаточно продолжительное время радовать своего владельца. И вот почему. Если верить мануалу, то первая замена масла, после первой замены масла на 1000 километров, будет на 10 тысячах. Там же будет замена фильтров, тормозной жидкости и, по-моему, все. Вот, так просто, 10 тысяч ездишь и не заглядываешь. Хотя на самом деле опытные мотористы рекомендуют менять масло чаще, например, каждые 4-5 тысяч километров. Элементарный байк для человека, который не хочет лишний раз заморачиваться с его обслуживанием. Для кого этот байк? Ну, я с трудом представляю себе в седле скаута дерзкого юного пацана. Для него он будет слишком красивый и длинный, а умудренный какой-нибудь бородач, скорее всего, подумает, что этот скаут слишком для него простой и мелкий. По моему мнению, мотоцикл оценят те ребята, которые уже созрели и больше всего ценят комфортную, безопасную езду и высокое качество материалов. На видео у меня в некоторых кадрах есть кофры, которые еще не были обшиты кожей, и они были просто черные и пластиковые. Это было не так красиво, как коричневые кофры, поэтому мы заказали нашему другу такую услугу, и он нам их обшил. Если интересно, я тоже оставлю ссылку на своего друга, может быть, вам тоже понадобится. Я лично каждый раз испытываю эстетическое наслаждение, когда вижу этот или другие Индианы на дороге, потому что мне кажется, что в гонке за дизайн они получили первое место. Подпишитесь на этот канал, если вам понравилось мое видео. Не забудьте поставить колокольчик, лайк и напишите комментарии, если вам есть что добавить или спросить. Буду рада видеть вас в следующих видео. Пока!